Лучший день для отечественных автомобилистов будет тогда, когда АвтоВАЗ перестанет обманывать людей, произведя и продавая свою продукцию по космическим ценам и вообще закроет свой конвейер. Печально, но нужно признать, что все попытки сделать российский автопром современным и конкурентоспособным провалились. Единственное, чему научились на предприятии, это искусно осваивать выделенные бюджеты, а не делать качественные автомобили. Недавно появилась новость, которая обрадовала некоторых поклонников ВАЗа. Конвейер АвтоВАЗа остановился. Прекратили работу и все его дочерние предприятия. В официальном релизе руководство компании называет это корпоративным отпуском, но на самом деле это передышка из-за серьезных проблем, требующих внимания для их решения. Что снова помешало АвтоВАЗу производить качественные и современные автомобили? Основных проблем две, и с ними завод никак не может справиться. Во-первых, на заводе всегда была и остается проблема с кадрами, рабочих не хватает. Несмотря на запущенную по всему Тольятти рекламу и экскурсии на завод для потенциальных работников, это не помогает. Единственный козырь АвтоВАЗа – заработная плата. По словам вице-президента компании по персоналу, рабочие завода зарабатывают почти 100 тысяч рублей в месяц. Однако эта сумма включает переработки, премии и надбавки, а также рассчитывается до вычета налогов и отчислений в различные фонды. В итоге рабочие получают в лучшем случае 40-60 тысяч рублей, а чаще 30-40 тысяч. Без переработок средний инженер на ВАЗе получает примерно 35 тысяч рублей чистыми. По нынешним меркам это 3 копейки. Также на повестке дня полезная информация от наших спонсоров. С ними вы сэкономите на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Но экономит АвтоВАЗ не только на зарплатах, но и на своей продукции. Вторая большая проблема – нехватка комплектующих для производства автомобилей. На заводе снова начали собирать некомплектные машины. Например, Лада Нива без полного привода и Веста без ступичных гаек. АвтоВАЗ по-прежнему зависит от иностранных поставщиков комплектующих, хотя давно пора было бы наладить производство внутри страны. Пример – ступичные гайки, которые можно было бы закупить у отечественного предприятия «Красная Этна». Но вместо этого закупки ведутся у иностранных партнеров. Выход из ситуации – мощное отечественное предприятие, производящее качественные комплектующие. Однако руководители игнорируют эту возможность, предпочитая закупать у иностранцев, что на деле оказалось не быстрее и не проще. АвтоВАЗ также страдает от низкого качества поставляемых комплектующих. Поставщиков приходится менять, а конвейер останавливать. В автосалонах на продукцию ВАЗа ажиотажного спроса нет. Дилеры завалены машинами. Почему бы не снизить цену или продавать некомплектные машины со скидками? В итоге, пока завод простаивает из-за нехватки комплектующих, руководство называет это запланированным отпуском. После выхода из этой передышки нас могут ожидать новые уникальные комплектации Лады без некоторых частей машины. Реальные проблемы АвтоВАЗа можно будет решить только после окончания санкций, но к тому времени Лада за 2,5-3 миллиона рублей никому не будет нужна. Предприятие стало источником бесконечных удорожаний импортных машин, не предлагая качественно новых продуктов по адекватной цене. Это выглядит как нахлебничество с выманиванием бюджетных средств и попытками дважды заработать на автовладельцах. Справится ли ВАЗ со своими проблемами, покажет время. Но пока все выглядит как беспросветная яма, из которой выход – резкое снижение цен на Лады. Иначе путь предприятию заказан. Закрывать его и не вспоминать. А что думаете вы на этот счет? Нужен ли России такой автопроизводитель? Стоит ли подождать, пока он оклемается, или у жадности нет предела?